Всем привет-привет, мои дорогие и любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня хочу сделать для вас расклад с анализом ваших отношений и посмотрим, какие перспективы видят высшие силы развития ваших отношений. Видит ли вообще Вселенная вас вместе и что может быть дальше между вами? К чему вы идете с этим человеком? Использовать сегодня буду колоду Таро Арканум. Вы, пожалуйста, сосредоточьтесь на своем мужчине, назовите его имя, представьте его, и сейчас будем начинать наш расклад. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты. Спонсорам низкий поклон. Благодарю вас за лайки, за теплые комментарии, за подписки, за любой способ поддержки моего канала. Всех очень нежно люблю. Итак, вы и он, что между вами. Проанализируем ваши отношения и посмотрим, каковы перспективы. Колода Таро Арканум. Как всегда, вначале смотрим дно колоды. Ну что можно сказать? Десятка кубков. Смотрите, какая пара здесь. Между ними ребенок. Неважно, есть у вас общие дети или нет, но то, что чувства и эмоции здесь есть, это абсолютно однозначно. Очень многих из вас вполне возможно связывают семейные отношения, то есть это ваш муж. Или же вы мечтали когда-то, может быть, сейчас мечтаете. Он, возможно, мечтал, сейчас мечтает, чтобы вы стали его женой. В общем, что у мужчины, что у женщины могут быть такие мысли, или же вы действительно вместе были, есть сейчас. Для многих из вас может быть так, что есть общие дети, да. Но в любом случае здесь речь идет о любви, о высоких эмоциях, чувствах. И, конечно, в принципе, о том, что очень-очень много эмоций в этих отношениях. Для части из вас, возможно, мужчина не свободен, и нам показывают семейный аркан. Возможно, это является препятствием, конечно. Но сейчас посмотрим подробнее. Давайте-ка посмотрим вас в этих отношениях. Вы... Ох, начинается сразу. Явно не все гладко. Сегодня на раскладе явно женщины, которые проблемы в отношениях с этим мужчиной имеют. Более того, которые уже во многом разочарованы. Наверняка мужчина вам преподнес не один неприятный сюрприз. Соответственно, вы чувствуете себя вот так. Видите, человек сидит опечаленный, разочарованный. Вокруг него кубки, позади два кубка, они полны. Но впереди 3 перевернутых кубка. И это и есть его разочарование, это и есть его тоска, это и есть его печаль по прошлому. В прошлом, возможно, было очень все интересно, ярко, но эти кубки перевернулись. И человек этот видит кубки только перевернутые, хотя он даже на этом аркане на них и не смотрит, но они перед ним. А 2 наполненных позади, то есть он даже не видит новые шансы пока. Пока еще, возможно, не может взять в руки себя и эти шансы увидеть, и быть вновь счастливым. Он все еще сидит перед этими 3 перевернутыми кубками. Ну, это вот такой аркан. Вы разочарованы, вы вообще находитесь в эмоционально-кризисном состоянии. Это пятерка. Пятерки у нас всегда кризис. Мужчина. И мужчина здесь закрылся, забаррикадировался. Очень закрытый человек. А еще он может обладать довольно, извините меня, но скверным характером. В том плане, что вот как дикобраз колючий может быть. Даже если он ласковый, нежный, прекрасный, замечательный, такой весь из себя, на данный момент его показывают за высоким забором. Уж не знаю, или вас заблокировал, или вы его заблокировали, или у вас это взаимно, или просто перестали общаться, или же вы чувствуете стену между вами. Как будто выросла стена. И эту стену здесь явно выстроил мужчина, не вы. Даже если вы его блокировали, допустим, да, все равно по причине того, что мужчина выстроил стену между вами и собой. Здесь не в вас причина вообще никак. Что между вами с точки зрения высших сил? Для многих из вас это завершение отношений. Аркан Мир. И он в окружении других таких карт, что я вам могу сказать, для многих из вас это или же завершение отношений, или же вы двигаетесь к завершению отношений. Кстати, вы знаете, да, мою манеру выкладывать карты, показывать вам их и даже объяснять. Я считаю, что так гораздо интереснее смотреть расклад, когда вы понимаете, о чем идет речь, сами глядя на эти карты.
Аркан Мир, представьте себе, что это завершение некого цикла. У вас произошло или же завершение отношений, или вы стоите на пороге этого, или же у вас еще здесь может быть такое ощущение, что пора заканчивать то, что было раньше. Если даже хотите с ним быть дальше, вам хотелось бы, чтобы вся история, которая была раньше, она неприятная, имеется в виду. Все те неприятные моменты, сложности, трудности, которые были у вас раньше, чтобы они завершились, чтобы они ушли в прошлое. Ну, соответственно, тогда вы с мужчиной возродитесь к новым отношениям. Вот такая ситуация между вами. Еще для очень многих из вас может быть так, что мужчина на расстоянии от вас. Аркан Мира еще у нас аркан очень большого расстояния, вплоть до того, что вы можете быть в разных городах, в разных странах, на разных континентах. Или же просто ментальное отдаление, большое расстояние. Вы сейчас на расстоянии друг от друга с этим мужчиной, будь то физическое или ментальное. Если у вас все сейчас замечательно с этим человеком, нам, конечно, могут показывать недавнее прошлое или, возможно, конечно, не дай бог, но ближайшее будущее. Вы себя ни в коем случае так не настраиваете, но так бывает в раскладах Таро. Нас как бы заранее предупреждают. Ваши чувства к этому мужчине сейчас, что вы испытываете к нему? Что он испытывает к вам? Вот это да, вышли какие арканы. Уху-ху-ху-ху. Что вы испытываете к нему? Да, безусловно, этот мужчина, отношения с ним повлияли на то, что вы как бы не просто поднялись в уровне духовного развития, вы вообще оформились, так сказать, и духовно, эмоционально, да даже физически в императрицу. А с этим мужчиной вы стали настоящей женщиной, мудрой императрицей. Это очень-очень важный аспект вашей жизни, это очень важная веха, это очень важный вообще результат отношений с этим мужчиной. Будете вместе дальше или нет, уже не столь важно. Важно то, что в этих отношениях вы стали настоящей императрицей. Эти отношения учат вас чувству собственного достоинства, эти отношения учат вас чувству самоуважения. Эти чувства делают из вас, ваяют из вас императрицу. И эти чувства, эти отношения к этому мужчине, чувства и отношения с ним. И вы, что вы чувствуете к нему? Императрица выходит даже не то, что вы к нему чувствуете, а именно вот о тех вещах, которых я вам сейчас сказала. Что для вас эти отношения сделали больше, а не то, что вы чувствуете к нему. Мужчина, выходит аркан Дьявол. И здесь речь о том, что, конечно, мужчина здесь пристрастен, мужчина зависим от вас, у мужчины болезненная привязка к вам. По этому аркану, по 15-му, всегда очень все настолько ярко-жарко и настолько болезненно, что порой человек даже физически ощущает эту боль душевную. Очень сильно привязан. Здесь просто мужчина, можно сказать, сходит с ума. И если он сейчас, тем более в расставании, он забаррикадирован, а он с этим дьяволом ничего поделать не может, все равно он присутствует сейчас. Он даже не то, что присутствует в его жизни, а он контролирует его. Так что здесь для мужчины не очень-то такая ситуация, не очень-то легкая. По 15-му аркану слишком просто мужчина много о вас думает и слишком глубоко засели вы в его голове, в его душе, что даже если бы хотел вас забыть, он не может этого сделать. Так что здесь больше боль даже, чем любовь или что-то другое, или ненависть, или безразличие. Ну уж точно не безразличие. Безразличия тут нет, это точно. Часть ваших мужчин, возможно, подвергаются воздействию негатива извне. Может быть такое, вполне возможно. Что вы думаете о дальнейших отношениях? Вы хотели бы вообще с ним продолжать отношения? Если да, в каком формате? Он хотел бы продолжать? И если да, в каком формате? Он пока ожидает. Пока он что-то выжидает. Или вашего дальнейшего... Какое ваше будет дальнейшее поведение? Ваши реакции, ваши желания? Вообще ожидает, чего будет дальше. Что будет дальше в этих отношениях? Он не знает пока, как будет, что будет. Здесь нет информации, что он не хотел бы продолжения. Но мужчина чего-то ждет, что-то он ожидает. Вы видите ли отношения?
Дальше. Ну, в общем-то, да, и вы, и он, я могу сказать, что видите. Но у вас тоже складывается такое впечатление, как будто вы от него зависимы, и как будто он имеет над вами некую власть, такую магическую. Вы, возможно, многие из вас могут думать о том, что не приворожил ли он меня, не делает ли он что-то такое, не манипулирует ли он мной, может быть, он применяет какие-то техники манипуляции для того, чтобы меня больше привязать к себе. А даже если мужчина молчит, а это, кстати, одна из великолепнейших техник манипуляции, это тоже вы уже считать можете сейчас. Почему говорю уже? Возможно, раньше так не думали, сейчас все больше и больше думаете, что и это своего рода манипуляция. То есть вы дальнейшие отношения, в общем-то видите, но понимаете, что этот мужчина будет доминировать не только в отношениях, а еще и в ваших мыслях. Вы никуда не сможете его выгнать из своих мыслей. В общем-то, вы здесь в этом плане два сапога пара с ним. Что вы, что он. У вас здесь очень похожая ситуация. На какие вообще дальнейшие действия вы готовы с точки зрения высших сил? Он на какие дальнейшие действия готов? Ну, тут каждый из вас вообще-то подумывает о том, что, может быть, стоит попробовать отношения с кем-то еще. У вас такие мысли есть. У него такие мысли есть. Но у него даже, если у вас прям четко король вышел здесь, это другой мужчина, то у него больше, тут не то, что он хочет с кем-то, с какой-то женщиной отношения завязать, кроме вас, а вообще он думает о том, что, может быть, как-то отвлечься, может быть, заняться чем-то своим, своей жизнью жить. Ну вот что-то вот в таком плане у вас почему-то вышло сейчас так. Или это у вас на подсознательном уровне, или же, возможно, вы это уже осознаете сейчас. Вполне, вполне возможно. Какие действия ваши реальные могут быть в ближайшее время с точки зрения высших сил? Ну, это вот самый вероятный вариант, да, развития его действия. Что именно? Смотрите-ка. А мужчина что-то здесь не устраивает. Если вы тем более с ним в расставании, он может очень сильно ревновать, и одна мысль о том, что у вас кто-то есть, она сводит его с ума. А мужчина может резко очень появиться, даже не связывая с ревностью, с другим мужчиной. Какие действия его самые вероятные, да? Мужчина может резко проявиться в вашей жизни и может резко что-то с вами выяснить. И вас предупреждают, что это выяснение может быть в весьма конфликтной форме. В такой конфликтной форме, что даже, возможно, ну, как отсечет он что-то, вот, знаете, отношения ваши отсечет, или что-то решит настолько резко, что, ну, не знаю, вы примете это или нет, но это может произойти. В любом случае мужчина, дай бог, чтобы это было в лучшую сторону, наоборот. Не то, что он прекратит отношения и сделает так, что как будто это он решил. Потому что для этого мужчина очень важно, чтобы не вы закрыли отношения. Если это случится, ему лучше тут первую скрипку сыграть, он тогда будет себя чувствовать более, ну, лучше, понимаете, да? Так же, как и любая женщина, которую бросают, грубо говоря, или она первая уходит из отношений, конечно же, чувствует женщина себя по-разному. И мужчина здесь чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы прекратил он, если бы точку поставил он. Но здесь не обязательно точка, для кого-то, возможно, окончательный разрыв отношений, а для кого-то из вас будет так, что он просто резко появится с некими такими очень страстными энергиями. Будем надеяться, что позитивными, но могут быть и очень конфликтные такие энергии. Так что просто будьте предупреждены, что если он резко объявится или резко, вы продолжаете с ним, допустим, отношения, а он резко какой-то выпад в вашу сторону сделает, начнет выяснять отношения, вы уже предупреждены, что это может перерасти в конфликт. И если вы конфликта не хотите, то, соответственно, понимаете, что надо выбрать правильную, более мягкую тактику поведения с ним. Ваши действия, никаких, девочки, определенных действий не вижу. Очень много думаете, вот он о вас, я вам сказала, много думает, вы еще больше о нем думаете. Ну, может быть, не больше, но очень много. У вас настолько много мыслей об этом человеке, не покидает он тоже вашу прекрасную голову. Но у вас очень разные мысли, вас может бросать из крайности в крайность, то люблю, то ненавижу, то хотите его навсегда от себя отшвырнуть, то наоборот обнять и привлечь к себе. В общем, очень-очень разные мысли, и в этих мыслях, в этих иллюзиях, потому что не все вы еще и объективно видите по поводу этого человека, вы будете пребывать дальше. Вероятнее всего вот так.
Очень много иллюзий питаете насчет него, по поводу него. Вам давно на многие вещи пора открыть глаза и посмотреть трезво. С одной стороны, вы могли его романтизировать, наделять теми качествами, которыми он не обладает, имеется в виду позитивные качества. То же самое касается и негативных качеств. Вы можете, если вы поссорились, расстались, если он спорличил, нехорошо поступил, вы можете какие-то его негативные качества тоже преувеличивать. То есть здесь палка о двух концах. С одной стороны позитив можете приукрашивать, и с другой стороны преувеличивать негатив. Но никаких реальных конкретных действий с вашей стороны я здесь не вижу. Вы как будто тоже будете смотреть на поведение мужчины. Как могут в ближайшее время развиваться ваши отношения? Ну, я вам так скажу. Здесь или разрушение полное, то есть все, уже ставите точку, дотла все это убираете, так сказать. Рушите, вернее, не хочу говорить сжигаете, рушите, и пускай ветер все это развеет, и останется чистое, пустое, свеженькое, красивое место, на котором вы впоследствии выстроите настоящий замок. Белокаменный, крепкий, а не песочный или воздушный замок. Для очень многих из вас так. И говорят, что если вы расстались, то для многих из вас это к лучшему, и, наверное, так и должно быть. Все, убирайте это место, на котором стоял ваш воздушный замок или песочный. Здесь место для шикарного замка, крепкого, который будет стоять вечно. Или же здесь может быть так, что, возможно, полностью в пух и перья, как говорится, разлетится ваш прежний сценарий, по которому вы с ним были в отношениях. То есть для того, чтобы с этим мужчиной дальше идти вперед, да, здесь все действительно нужно оставить резко, причем в прошлом, полностью вычеркнуть из памяти все плохое, перечеркнуть все негативное, что было между вами, для того, чтобы начинать с чистого листа. Тогда вполне возможно надежда будет на то, что у вас с этим мужчиной что-то сложится по-другому. И есть ли надежда? Для тех, кто расстался, я вам уже сказала, для очень многих здесь и говорят, не просто уходя, уходи, а прям начисто приберитесь, уборку сделайте генеральную на том месте, где стоял ваш рассыпавшийся песочный замок. Вам предстоит серьезное строительство, стройка будет века просто. Будете строить новый замок. Для тех, кто хочет с ним продолжать отношения, давайте просто спрошу, есть ли надежда на то, что вы можете весь этот мусор ненужный, пепел тоже вымести и построить с ним что-то новое, с этим человеком? Ну, вообще, да. Для очень многих из вас, да. Для тех, кто действительно этого хочет, да. Так что здесь, девочки, для каждого из вас будет немножко по-разному информация идти, да. Если расстались, то и вы не хотите больше возвращаться в эти отношения, то вам говорят, правильно сделали, молодец. Если же вы хотите с этим мужчиной продолжать отношения, то знайте, что генеральная уборка здесь просто необходима. Совет вам. Что вам сейчас скажут высшие силы? Вам говорят, что вы находитесь, вообще вы как слепой котенок сейчас. По поводу чего? По поводу этого мужчины. Мало того, что видите его не совсем адекватно, плюс еще к этому вы находитесь сейчас в странном состоянии, вы не понимаете, куда двигаться дальше. Так вот, пора выходить из этого состояния. Пора выходить. Если этот мужчина постарается с вами что-то попытается выяснить, а здесь так и может быть, то, значит, примите эту инициативу, но сделайте это спокойно, без скандалов, без лишней траты нервов. Но в любом случае вам что-то нужно прояснять, потому что вы, как эта девушка с закрытыми глазами, скрещенными этими перекрещенными мечами, позади луна, она не знает, куда она вообще идет, куда она двигается дальше. То есть из этого надо выбираться. В любом случае. А также вам все-таки говорят, еще и на дне колоды у нас в окончании расклада вышел еще один мужчина, что как ни крути, девочки, но все-таки он не единственный и неповторимый. Есть в этом мире однозначно мужчина или мужчины, с которым или с которыми вы точно можете быть счастливы. То есть на нем свет клином не сошелся, на этом человеке. Я понимаю, что вы скажете любовь, да, я прекрасно вас понимаю. Я вам просто читаю ту информацию, которую мне дают.
Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Как всегда, буду вам очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Желаю всем счастья, любви, добра. Всех целую, люблю, нежно обнимаю и желаю всем прекрасного праздника 8 марта, который у нас наступит в ближайшие дни. И, конечно же, желаю всем защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.